Почему одним везет, а другим наоборот? Причина кроется в том, что люди не хотят понимать фундаментальных законов мироздания. Это часто приводит людей к ошибочным действиям и болезненным последствиям. В нашем мире существует универсальный код истины, своего рода нравственный компас, который определяет, что является правильным и конструктивным, а что нет. Этот код пронизывает все уровни бытия и не зависит от наших личных мнений, желаний или суждений. Проблема в том, что многие люди, не понимая этого кода, пытаются обмануть законы мироздания. Они думают, что могут достичь своих целей, игнорируя этические принципы. Они манипулируют другими или действуют из эгоистичных побуждений. Но это иллюзия. Игнорирование божественного кода жизни всегда приводит к страданиям и разочарованиям. Вселенная оценивает наши действия не по нашим намерениям или мыслям, а по их объективным последствиям и перспективам. Каждый наш поступок, каждое решение – это семя, которое мы сажаем в почву бытия, и плоды, которые мы пожинаем, всегда соответствуют качеству этих семян. Если мы действуем из любви, сострадания, стремления к истине и гармонии, мы создаем позитивную реальность для себя и других. Если же мы руководствуемся страхом, жадностью, завистью или желанием контролировать, мы сами загоняем себя в ловушку страданий. Мудрость состоит в том, чтобы осознать: все времена и измерения существуют здесь и сейчас. Наше прошлое, настоящее и будущее переплетены в едином полотне бытия. То, что мы делаем сегодня, неизбежно формирует наше завтра. И единственный способ создать светлое будущее – это жить в согласии с вечными принципами истины, добра и красоты. Это не значит, что мы должны быть идеальными или никогда не ошибаться. Мы все учимся и растем через свой опыт. Но чем глубже мы понимаем универсальный код мироздания и чем больше стараемся ему следовать, тем более гармоничной, осмысленной и радостной становится наша жизнь. В конечном счете, наша главная задача – это не обмануть мир, а познать его законы и научиться жить в созвучии с ними. Раскрыть в себе высшие качества любви, мудрости и творчества и привносить их в каждый момент своего бытия. Ведь только так мы можем стать сотворцами лучшей реальности для себя и всего человечества. Поэтому давайте стремиться к пониманию глубинной истины мироздания. Давайте выбирать путь сердца и совести, даже если он не всегда легок и очевиден. Давайте действовать так, чтобы наши поступки несли свет и благо для всех живых существ. И тогда мы обязательно обретем ту жизнь, к которой стремимся в своих самых возвышенных мечтах. Вселенная – это не просто безграничное пространство, наполненное звездами, планетами и галактиками. Это совершенная система, управляемая фундаментальными законами, которые можно назвать кодами жизни. Эти законы, установленные Высшим Творцом, являются неизменными и вечными принципами, на которых основано все существование. Одним из важнейших законов Вселенной является закон любви. С точки зрения психологии, любовь – это эмоция, которая способствует созданию позитивных связей между людьми, укрепляет отношения и способствует психологическому благополучию. Любовь – это сила, которая объединяет, исцеляет и вдохновляет все живое. Другой фундаментальный закон – это закон гармонии. В физике гармония часто ассоциируется с равновесием, геометрией и симметрией. Вселенная стремится к балансу и равновесию, и каждая часть целого имеет свое уникальное место и предназначение. Когда мы живем в гармонии с собой, другими и миром вокруг нас, мы ощущаем глубокий покой и единство со всем сущим. Закон процветания – еще один важный принцип, заложенный в фундамент Вселенной.
С философской точки зрения процветание можно рассматривать как результат жизни в соответствии с универсальными принципами и следования своему истинному предназначению. Когда мы согласовываем свою жизнь с законами Вселенной и следуем своему истинному призванию, то естественным образом к нам приходят успех, здоровье, счастье и изобилие. Эти три закона, законы любви, гармонии и процветания, являются лишь некоторыми из многих неизменных кодов жизни, управляющих Вселенной. Они не просто абстрактные концепции, а мощные принципы, которые могут трансформировать нашу жизнь и мир вокруг нас. Признавая и уважая эти законы, мы идем по пути мудрости, исцеления и эволюции. С научной точки зрения эти законы могут быть связаны с фундаментальными принципами, лежащими в основе физической реальности. Например, закон сохранения энергии, который гласит, что энергия не может быть создана или уничтожена, а только преобразована из одной формы в другую. Или принцип причинности, согласно которому каждое событие имеет причину и следствие. Эти научные принципы отражают глубинную упорядоченность и взаимосвязанность Вселенной. Доверяя этим законам и живя в гармонии с ними, мы приближаемся к пониманию замысла Творца и реализации нашего высшего потенциала. Пусть же эти вечные коды жизни всегда ведут и вдохновляют нас на пути к свету, любви и истине. Закон целостности – еще один фундаментальный принцип, лежащий в основе устройства Вселенной и всего живого. Этот закон гласит, что каждая система, будь то отдельная клетка, живой организм или целая экосистема, стремится к сохранению своей целостности и поддержанию внутреннего равновесия. Рассматривая наше тело через призму целостности, мы можем увидеть, как этот принцип проявляется на разных уровнях организации живой материи. На клеточном уровне каждая клетка представляет собой отдельную единицу, ограниченную клеточной мембраной. Эта мембрана не только определяет границы клетки, но и регулирует обмен веществ между клеткой и окружающей средой, поддерживая внутриклеточный гомеостаз. Понятие границ тесно связано с концепцией целостности. В физике граница определяется как раздел между двумя системами или фазами вещества. В биологии клеточные мембраны и другие структуры, такие как кожа или слизистые оболочки, служат границами, защищающими организм от внешних воздействий и поддерживающими внутреннюю стабильность. В психологии и философии понятие личностных границ также связано с идеей целостности. Личностные границы определяют наше чувство собственного «я», наши ценности, убеждения и личное пространство. Здоровые личностные границы позволяют нам сохранять свою индивидуальность, защищать свои интересы и в то же время быть открытыми для общения и взаимодействия с другими людьми. Закон целостности подчеркивает важность баланса между сохранением индивидуальности и взаимодействием с окружающим миром. Как клетки в организме функционируют согласованно, поддерживая жизнедеятельность всей системы, так и люди в обществе должны находить гармонию между своими личными потребностями и потребностями общества в целом. Понимание и уважение закона целостности может помочь нам лучше заботиться о своем физическом и психическом здоровье, строить здоровые отношения с другими людьми и осознавать свое место в единой системе мироздания. Признавая ценность целостности на всех уровнях бытия, мы можем внести свой вклад в создание более гармоничного и сбалансированного мира. Наша душа, наше высшее «Я» сотворено с учетом всех совершенных конов целостности, гармонии и любви. Мы рождаемся целостными и гармоничными существами, наделенными божественной сущностью и поддерживаемыми законами Вселенной. И святая наша ответственность оберегать и поддерживать эту целостность на протяжении всей жизни.
Мой личный опыт с коллективными медитациями от Елены Гилео является ярким примером того, как важно прислушиваться к своей интуиции и внутреннему голосу. Моя врожденная чувствительность и телепатические способности помогли мне распознать потенциальную опасность этих практик с первого раза и принять мудрое решение отказаться от участия в них. Я увидела смешение энергий участников во время коллективных медитаций. Множество участников этой медитации привело к нежелательным последствиям, таким как ухудшение самочувствия или подверженность внешним воздействиям. Я помню случай с участницей групповой медитации, которая забеременела планетой Землей. Причем ее живот стал огромного размера буквально за несколько дней. Множество людей утверждали, что после групповых медитаций в их жизни начинали происходить необъяснимые вещи. И это показывает, насколько серьезными могут быть последствия и как важно быть осторожными с подобными практиками. Ведь именно понимание кона целостности оберегает нас от проникновения чужеродного влияния на нас. Самое важное – доверие к собственному чутью и мудрости нашей души. Наша душа, будучи частью божественного замысла, обладает врожденным знанием и способностью вести нас правильным путем. Прислушиваясь к этому внутреннему голосу, мы можем избежать многих неприятностей и сохранить свою целостность. Наше тело через психосоматические проявления сигнализирует нам об опасности. Прислушивайтесь к ощущениям в теле и реагируйте правильно. И тогда интуиция всегда будет на страже вашей целостности. Вместо того, чтобы полагаться на внешние практики или учения, которые могут нарушать нашу естественную гармонию, мы можем обратиться к своему внутреннему источнику мудрости и силы. Через самопознание, медитацию и практики, направленные на укрепление нашей связи с Высшим Я, мы можем развивать свои способности и духовно расти, не подвергая себя ненужным рискам. Пусть этот пример служит важным напоминанием для всех нас – доверять своей интуиции, оберегать свою целостность и быть разборчивыми в выборе духовных практик и учений. Только так мы сможем сохранить свою божественную сущность и идти по жизни в гармонии с законами мироздания. Принцип целостности неразрывно связан со всеми другими принципами Вселенной. Рассмотрим принцип экологии взаимоотношений. Это концепция, которая рассматривает человеческие отношения как сложную систему взаимосвязанных элементов, подобную экологической системе в природе. Как и в природных экосистемах, здоровье и благополучие отдельных людей и их отношений зависят от гармонии и баланса всей системы. Целостность играет ключевую роль в экологии взаимоотношений, поскольку она подразумевает состояние полноты, искренности и согласованности во взаимодействии с другими людьми. Человек, обладающий целостностью, действует в соответствии со своими ценностями и убеждениями, проявляет уважение и сострадание к другим и стремится к созданию здоровых, взаимообогащающих отношений. В здоровой экологии взаимоотношений каждый человек признает свою взаимосвязанность с другими и понимает, что его действия и выборы влияют на всю систему. Это требует развития таких качеств, как эмпатия, активное слушание, честная коммуникация и способность к сотрудничеству. Целостность в отношениях также предполагает принятие ответственности за свои слова и поступки, а также готовность работать над разрешением конфликтов и поддержанием гармонии в системе. Как и в природной экосистеме, конфликты и разногласия являются неотъемлемой частью человеческих отношений, но именно способность конструктивно с ними справляться определяет здоровье и устойчивость всей системы. На более глубоком уровне целостность в экологии взаимоотношений подразумевает признание духовной связи между всеми людьми и стремление к созданию отношений, основанных на любви, доверии и взаимном уважении.
Это требует развития таких качеств, как прощение, сострадание и безусловное принятие себя и других. Развивая целостность в наших отношениях и признавая нашу взаимосвязанность, мы можем создавать более здоровые, гармоничные и поддерживающие сообщества, способствующие росту и благополучию каждого человека. Как сказал Мартин Лютер Кинг-младший, мы пойманы в неизбежную сеть взаимности, связаны единой гарментой судьбы. Все, что влияет на одного напрямую, влияет на всех косвенно. Таким образом, целостность и экология взаимоотношений призывают нас признать нашу глубокую взаимосвязь друг с другом, культивировать здоровые, основанные на любви отношения и вносить свой вклад в создание гармоничных и поддерживающих сообществ. Как неотъемлемая часть божественного замысла, каждому человеку дано врожденное понимание принципов Вселенной и их взаимосвязи. Одним из ключевых законов, тесно связанных с принципами целостности и экологии взаимоотношений, является кон или код свободы воли. Свобода воли – это данная нам, нашим Творцом, способность делать выбор и принимать решения, основываясь на наших собственных ценностях, убеждениях и стремлениях. Это священный дар, позволяющий нам быть сотворцами нашей реальности и активными участниками в развитии Вселенной. Однако, как и любой другой принцип мироздания, свобода воли не существует в вакууме или сама по себе. Она неразрывно связана с законами целостности, гармонии, любви и другими принципами взаимодействия во Вселенной. Поскольку наши выборы и действия влияют не только на нас самих, но и на всю систему, частью которой мы являемся. Когда я использую свою свободу воли осознанно и ответственно, я выбираю мысли, слова и действия, которые поддерживают мою целостность и способствуют гармонии в моих отношениях с собой, Богом и с другими людьми. Тогда я признаю, что мои решения имеют последствия не только для меня, но и для всей паутины жизни. Тогда я стремлюсь действовать таким образом, чтобы приносить благо себе и окружающим. С другой стороны, если я использую свою свободу воли эгоистично или бездумно, игнорируя законы целостности и взаимосвязанности, я рискую нарушить баланс как в своей внутренней экосистеме, так и в системе моих отношений. Это может привести к дисгармонии, конфликтам и страданиям для себя и других. Таким образом, истинная свобода воли – это не просто возможность делать все, что я хочу, а скорее мудрость выбирать то, что соответствует высшим принципам мироздания и служит эволюции моей души и коллективного сознания. Это требует глубокого понимания взаимосвязи всех вещей и готовности принять ответственность за каждый свой выбор. Развивая осознанность и прислушиваясь к своему внутреннему моральному компасу, я учусь использовать свою свободу воли в гармонии с принципами целостности и экологии взаимоотношений. Я выбираю любовь вместо страха, единство вместо разделения и мудрость вместо невежества. Итак, шаг за шагом я становлюсь сотворцом более светлой, любящей и гармоничной реальности для себя и всего мира. В конечном счете, кон свободы воли – это приглашение осознать нашу роль в великом танце Вселенной и использовать наши уникальные дары и таланты, чтобы вносить свой вклад в эволюцию сознания и расцвет жизни во всех ее проявлениях. Это и есть истинное предназначение и высшее выражение нашей свободной воли. Сегодня мы рассмотрели 3 главных принципа во Вселенной – кон гармонии, целостности и свободы воли. Я чувствую, как мое понимание этих фундаментальных законов углубляется, и я все яснее осознаю их влияние на мою жизнь и окружающий мир. В следующих видео я намереваюсь раскрывать еще больше о важности сонастройки с вселенскими конами. Ведь только наши верные решения и действия наполняют нас вибрациями счастья и любви. Человек – это решение,
и действие. Каждый раз, когда я выбираю жить в гармонии с этими принципами, я чувствую, как моя душа расцветает, а моя связь с мирозданием укрепляется. Я понимаю, что быть в сонастройке с Вселенной– это не просто приятное дополнение к жизни, а необходимое условие для истинного счастья и самореализации. Когда я следую конам гармонии, целостности и свободы воли, я становлюсь сотворцом реальности и активным участником в эволюции сознания. Конечно, это не всегда легко. Иногда я сбиваюсь с пути, поддаюсь страхам или эгоистичным побуждениям, но я учусь относиться к этим моментам с состраданием и пониманием, зная, что каждый опыт– это возможность для роста и трансформации. Вселенная не умрет, если мы уничтожим свою душу и свою жизнь. Она будет продолжать свой великолепный танец жизни, независимо от наших индивидуальных выборов. Но как же это будет трагично– упустить возможность стать частью чего-то настолько грандиозного и прекрасного. Поэтому я выбираю жить осознанно, в гармонии с вселенскими конами. Я выбираю наполнять свою жизнь любовью, мудростью и состраданием. И я верю, что каждый раз, когда я делаю это, я не только обогащаю свою собственную душу, но и вношу свой вклад в эволюцию всего мироздания. Вселенная обогатится нашим опытом поиска верного пути. Каждый наш шаг, каждое наше решение– это еще одна нить в великом гобелене бытия. И пусть мы не всегда можем видеть общую картину, я верю, что наши искренние усилия жить в соответствии с высшими принципами не остаются незамеченными. Так что давайте продолжать этот удивительный путь самопознания и самореализации. Давайте жить в сонастройке с мудрой и вечной Вселенной, зная, что каждый наш выбор в пользу гармонии, целостности и свободы– это еще один шаг к раскрытию нашего истинного потенциала и созданию более светлого, любящего мира для всех. Дорогие зрители, если вы разделяете мои ценности и взгляды, я буду очень признательна, если вы подпишетесь на мой канал. Ваша поддержка много значит для меня. Пожалуйста, оставьте лайк и поделитесь своими мыслями в комментариях. Мне очень интересно узнать ваше мнение по затронутой теме. Кроме того, я хотела бы услышать, о каких принципах Вселенной вам было бы интересно узнать в будущих видео. Ваши идеи помогут мне создавать контент, который будет вам по-настоящему полезен. Искренне благодарю вас за то, что уделили время моему каналу. Ваше внимание и поддержка вдохновляют меня двигаться вперед. До новых встреч!